Всем привет! Вы на канале Ремонт и Стройка. Строю своими руками, реконструирую своими руками подвал. Поэтому хочу показать некоторые видео, как я делаю гидроизоляцию и сверху укладываю листы пеноплекса. С другой стороны подвала выкопал яму, произвел заливку подушки под стенку подвала и произвел монтаж армокаркаса стены подвала. Не полностью, а только ее части. На видеозаписи вы видите готовый армокаркас из арматуры диаметром 12 мм с ячейкой 40 на 40 мм. Почему я не делал ячейку 20 на 20 мм? Я посчитал, что это расточительно. Возможно, многие будут меня осуждать и скажут, что я не прав, но в целях бюджета и экономии средств я решил и принял для себя такое решение, что мне этого будет достаточно. Поэтому каждый строит как может и каждый строит в меру своих возможностей. Внешняя опалубка была выставлена заранее, потому что в связи с стесненными условиями не будет в дальнейшем возможности ее выставить. Поэтому я сначала выставил внешнюю опалубку, после чего начал вязать каркас арматуры. И в дальнейшем снутри буду уже закрывать внутренней опалубкой. Толщина стены подвала будет составлять порядка 30 сантиметров. Соединение щитов опалубки изначально планировалось посредством стяжки шпильки через проставку электрическую монтажную трубку, которая должна была вставляться между щитами опалубки, и в нее должна была проходить шпилька. Но в дальнейшем я от этой идеи откажусь и скажу почему. В зоне пересечения армокаркаса стены под несущей стеной я уменьшил шаг арматурной сетки до 20 сантиметров, для того, чтобы нагрузка несущей стены как-то распределялась на стенку в этой зоне. Может быть, это неправильное решение, но я решил себя подстраховать и сделал такую имитируемую колонну 20 на 20 ячейками. Я уже на личном опыте убедился, что довольно сложно строить самостройщику без какого-либо проекта. Хочется заложить все коммуникации, и вот на сегодняшний день, воспользовавшись какими-то базовыми знаниями, я проложил вот эту ПМД-трубу для прокладки освещения в подвал, для того, чтобы в дальнейшем не штробить стены, не портить, облегчить себе, можно сказать, жизнь. Поэтому, возможно, может, еще какие-то коммуникации можно проложить, но на сегодняшний день, говорю, сложно без проекта. Хочется все реализовать, но пока не знаю, что да как сделать. Изначально хотел заложить в стену трубу 110 диаметра для вытяжной вентиляции, но потом как-то переиграл и понял, что я все-таки не уверен, что у меня вентиляция будет выходить в этой зоне, и решил от этой идеи отказаться. Ну, а между делом занимаюсь еще и другими работами. Выкопал траншею для канализации, для того, чтобы проложить ее непосредственно в свой будущий подвал. У меня там заложена гильза диаметром 160 мм для прохода через стену подвала. Для монтажа буду использовать рыжую трубу диаметром 110 мм с уклоном 2 см на метр погонный. Но это еще все цветочки. По дороге я столкнулся с небольшими трудностями, которые мне пришлось преодолеть. В частности, это был старый пень от моей старой пихты, которую я еще срубил в 2019 году. Закладка подземной части канализации, которая будет состоять из рыжей наружной канализационной трубы, составила чуть больше 7 метров. Поэтому сейчас я произвожу монтаж ее в подвал, закапываю, потихонечку утрамбовываю, ну и в дальнейшем, соответственно, засыпаю грунт под черновые полы. Ну а сам процесс монтажа и укладки трубы канализации вы можете видеть в данном видеоролике.
улице непогодь, поэтому решил заняться гидроизоляцией в подвальной стенке. Значит, вот ту часть я уже закопал, наклеил пеноплекс и укрыл пленкой. Значит, за время отпуска я залил вот эту вот стенку, поднял ее на нужную высоту, значит, занес песка, как видите здесь. Ну и сегодня занимался гидроизоляцией стены подвала. Когда бетон пластика подсохнет, клеить шурбирует, наклеивать пеноплекс, укрывать пленкой и засыпать песочком. Такой вот у меня будет подвал. Та стенка, которую вы видите, будет ремонтироваться, подвал будет увеличиться на величину пристройки. Поэтому будет подвал порядка 3 на 4 метра.